Так, сейчас мы нарисуем вот такое вот ухо. Я считаю, что его очень просто нарисовать. Почему я делаю на этом акцент? Потому что раньше я так не считал. Мне казалось это очень трудно, как вот эти все изгибы, эту раковину, как все это показать в объеме, казалось просто немыслимо. На самом деле все очень просто. Как обычно, разбиваем всю нашу работу на несколько этапов. Сначала эскиз, потом раскрашивание, в которое входит несколько этапов. Давайте начнем с эскиза. То есть я сейчас не смотрю в середину уха, а смотрю только по краям. И вижу вот такую вот форму. Овал, не овал, какая-то такая картошка у нас получилась. Вот. Затем, значит, я корректирую эти края. И потом внутри, используя уже глазомер, я рисую внутреннюю часть. Начинаю от краев идти в середину. Вот здесь вот мне надо найти, где у меня находится центр уха. Я обратил внимание, что он находится примерно посередине. То есть если по вертикали мы разобьем наше ухо пополам, то примерно вот в этой линии у нас начинается центр. Это наш ориентир. Ну а эти все линии, они относительно друг друга, относительно других ориентиров очень легко поддаются любому глазомеру, любой степени развитости. Ну все, собственно, почти что у нас готов эскиз. Надо проверить все. Видите, нашел ошибку при проверке, устранил, нарисовал заново. Можно с легким нажимом еще немножко нарисовать полутени. Относительно края нашего эскиза проводим вот эту дугу, ориентируюсь постоянно на край. Где-то у нас это расстояние уже, где-то шире. Здесь немножечко обозначим полутени. Обычно я это не делаю, в данном случае просто чтобы продемонстрировать. Можно и без них обойтись, просто не хочется отвлекаться на пропорции во время раскрашивания. Но здесь, в принципе, и так достаточно просто все это сделать. Ну вот и готов наш эскиз. Начинаем раскрашивать. Сначала просто заштриховываем самые темные места. Вообще ни о чем не думаем. Полностью заливаем черной краской. А вот эти вот линии, которые посветлее, их сильно заливать не нужно, чтобы потом не высветлять. Но все равно идем от темного к светлому. Темные места можно безжалостно заштриховывать. Они нас сразу сориентируют на местности, если можно так сказать. И потом будет становиться еще легче и легче. Чем больше вы заштрихуете постепенно, тем меньше вам остается и становится легче.
Здесь у нас тоже темное место. Закрашиваем его. Сначала загружаем кисточку очень плотно. По мере того, как краска в ней кончается, мы используем ее для более светлых мест, чтобы не терять время. Вот видите, кисточка уже более светлая становится. Сейчас мы здесь поправим. И ей же можно будет порисовать в светлых местах. Там, где не достает более крупная кисточка, я возьму мелкую и поработаю ей, скажем так, ювелирно точно. Что мы делаем? Сейчас мы нарисуем все наши тени, полутени, а затем пустое пространство между ними мы заштрихуем более крупной кисточкой, более светлым тоном. Потом у нас будет прорисовка, блики, и все готово.
Ну вот та самая более крупная кисточка. Задаем тон. Заполняем все пустоты. И вот наше ухо уже становится более объемным. Потом свое дело сделает прорисовочка. Потом ластик. И все готово. У нас настоящее живое ухо. А вы спросите, до какой степени нужно работать вот этой большой кисточкой, когда мы задаем общий тон, чтобы не перетемнить, чтобы оставить запас света. Нужно ей работать до таких пор, чтобы не осталось ни одного чистого места. То есть самого белого. Самое белое у нас в рисунке
это то, что дает бумага. Все, что темнее, это то, что рисуем мы кисточками. И если нам где-то нужно высветлить или сделать блик, чтобы он имел какие-то границы выраженные, нам нужно это место хотя бы слегка заштриховать и тогда уже стереть ластиком, так как нам нужно. То есть даже можно так сказать, что нарисовать ластиком, как будто бы мы рисуем белым цветом на более темном фоне. Ну вот, собственно, и все, как я и говорил. Ничего страшного здесь не оказалось. Наше ухо практически нарисовано. И практически точно скопировано.